В 1943 году, во время Второй мировой войны, ВМС США решили провести один из самых загадочных экспериментов в истории. Опираясь на теории Альберта Эйнштейна, американские военные стремились создать невидимость кораблей для радаров с помощью мощных электромагнитных полей. Эксперимент был известен под названием «Филадельфийский эксперимент», а его главной целью стало использование электромагнитных генераторов для создания невидимого защитного поля вокруг эсминца «Элдридж». Но все пошло не так, как ожидалось. Когда генераторы запустили, что-то пошло не по плану. Корабль вдруг исчез прямо с базы Филадельфии. Он переместился в Норфолк, где его видели в течение нескольких минут, а затем вновь вернулся обратно на базу. Около 10 минут корабля не было видно ни в физическом мире, ни в радарах. Когда он вновь появился, экипаж Элдриджа был в ужасном состоянии. Говорят, что некоторые моряки буквально вросли в металл корпуса корабля, другие оказались в глубоком шоке, а часть экипажа умерла. Это было нечто ужасающим, похожим на сцену из научной фантастики. Но что же на самом деле произошло с этим кораблем? Является ли это все правдой, или мы имеем дело с одной из самых крупных мистификаций в истории? Давайте разбираться. Чтобы понять, насколько вероятна эта история, нужно обратиться к науке. Действительно, в 1943 году военные проводили эксперименты радиочастотным излучением для разработки технологий маскировки от радаров. Эти работы получили название «Проект Радуга». Идея заключалась в том, чтобы создать электромагнитное поле вокруг корабля, которое бы помогло поглощать или изменять радиоволны, делая корабль невидимым для вражеских радаров. Но телепортация – это звучит как научная фантастика. На сегодняшний день человечество способно телепортировать лишь мельчайшие частицы на крошечные расстояния в квантовой физике в несколько километров. А тут речь идет о телепортации целого военного корабля, да еще в те времена, когда компьютеры только начинали свое развитие. Это физически невозможно ни тогда, ни сейчас. Теперь давайте разберемся с самыми невероятными аспектами этой легенды. Говорят, что моряки вросли в металл, но даже если предположить, что мощное излучение было бы настолько сильным, оно не могло бы изменить физические свойства материи так, чтобы человек стал частью металлической структуры корабля. Это противоречит всем законам физики. В результате воздействия столь мощного электромагнитного поля скорее привело бы к ожогам, повреждению мозга и другим физическим эффектам, но никак не к телепортации. А уж о том, чтобы люди врастали в металл, это просто ненаучно и абсурдно. История о филадельфийском эксперименте получила известность благодаря человеку по имени Карлос Мигель Алленде. Он утверждал, что был свидетелем того, как эсминец «Элдридж» исчез на глазах. Алленде отправил письма писателю Моррисону Джессопу, в которых описывал ужасные последствия эксперимента. Однако вскоре выяснилось, что Алленде был мистификатором, и его рассказы были полны противоречий и нестыковок. Алленде утверждал, что видел телепортацию корабля, но при этом не мог предоставить никаких доказательств. Его письма были хаотичными, а детали его истории постоянно менялись. Более того, официальные документы ВМС США показали, что Элдридж не находился в Филадельфии в то время, когда якобы произошел эксперимент. Корабль находился на другом конце Атлантики, выполняя обычные военные задачи. Так что же на самом деле произошло? В реальности филадельфийский эксперимент – это вымысел, основанный на реальных попытках ВМС США создать невидимость для радаров с помощью электромагнитных полей. Эти эксперименты были частью проекта «Радуга», но они никак не касались телепортации или исчезновения в буквальном смысле. Также стоит отметить, что технические возможности того времени не позволяли проводить эксперименты с такими масштабами. Даже сегодня, при всех наших достижениях в науке и технике, телепортация огромных объектов остается за пределами реальности. История о врастании людей в металл – это лишь плод воображения и следствие непонимания того, как работают электромагнитные поля. Итак, филадельфийский эксперимент – это миф, созданный фантазиями и слухами. Однако, как и многие мистификации, он продолжает привлекать внимание, ведь история о невидимом корабле и ужасных последствиях звучит как настоящий научно-фантастический сюжет.
Мифы, подобные этому, заставляют нас задуматься о границах возможного и о том, как далеко может зайти человеческое воображение. Можем ли мы однажды телепортироваться на другие планеты или хотя бы с одного места на Земле в другое? Вполне возможно, что в далеком будущем наука приблизится к этому, но пока мы остаемся в мире, где подобные эксперименты всего лишь выдумка, а загадки, как филадельфийский эксперимент, лишь иллюзия.